Всем привет! В этом видео я вам покажу, как я делал свою фирменную вывеску с подсветкой. Кстати, на ее создание меня вдохновил мой друг Саня и автор канала Madman. Изготавливать буквы решил из обрезков ОСП плиты толщиной 9 мм, которые накопились у меня в мастерской. Использовать в этом деле ОСП плиту решил по нескольким причинам. Во-первых, потому что она уже у меня была. Ну и во-вторых, ориентировочно-стружечная плита имеет достаточно интересную и необычную текстуру, которая должна хорошо вписаться в стилистику моей мастерской. В скетчапе сделал набросок того, что хочу в итоге получить. В арткаме составил управляющие программы. Зарядил в шпиндель ЧПУ станка фрезу кукурузу и приступил к фрезеровке. Кстати, для тех, кто не видел, сборкой данного ЧПУ станка я занимался в предыдущих видео. Перейти к нему вы сможете, кликнув на подсказку в углу экрана. Поскольку рабочее поле моего станка не очень большое, вырезать надпись приходится по одной букве. Не имея станка с ЧПУ, изготовить буквы можно, распечатав их на бумаге на принтере, после наклеив на заготовку и вырезав по контуру лобзиком. На букве А скорость резания я поставил слишком высокую. В какой-то момент 2-мм фреза не выдержала и обломилась. Зарядил фрезу на 2,5 мм и погнал дальше. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает ЧПУ станок, особенно тогда, когда он собран своими руками. Кому интересно, параметры фрезы я выставлял следующие. Съем за проход 2 мм, рабочая подача 600 мм в минуту, подача врезания 500 мм в минуту, направление резания встречное. ОСП плита достаточно рыхлый материал, который легко обрабатывается фрезой кукуруза. При встречном направлении резания кромки деталей получаются более чистые, нежели чем при попутном. Лицевую поверхность букв шлифую. Кромки обрабатываю вручную. Поверхность покрываю черной матовой краской или грунтом. Берегите ваши легкие и используйте качественный респиратор. Ссылку на такой я оставлю в описании под видео.
Снимаю размеры и из арматуры диаметром 4 мм варю каркас. Полуавтомат с этой задачей справляется просто замечательно. Определяюсь с расположением гаек, через которые в дальнейшем будут крепиться буквы. Привариваю и зашлифовываю выступающие части. Накалываю центры под саморезы. В качестве проставок использую те же гайки М5. Поверхность декорирую акриловым металликом. На Али был куплен комплект RGB-ленты с контроллером, пультом и блоком питания. Кому нужно, ссылку на такой я оставлю все там же в описании. Нарезаю ленту на отрезки и равномерно распределяю по буквам. Режется лента по специально отведенным местам. Тут было бы удобнее использовать ленту с более плотным расположением светодиодов и с сегментами меньшей длины. Когда лента наклеена, всю эту красоту необходимо спаять. Но сначала снимаю каркас и отправляю на покраску. Пока краска сохнет, приступаю к пайке. Наносить флюс удобно такой флюсовой кистью. Ее я также покупал на Али. Кому нужно, ссылку оставлю. Чтобы спаять все эти кусочки вместе, нужно много терпения и стальные нервы. Мне это веселье запомнится надолго. Контакты изолирую термоклеем. Снимаю кожуру с контроллера и приклеиваю его к букве с обратной стороны. Провода от светодиодной ленты припаиваю напрямую к плате. И тут меня ждала небольшая подстава со стороны китайцев. Распиновка контактов оказалась неправильной, и цвета не соответствовали кнопкам на пульте управления. Пришлось их перепаять. В моем случае правильная распиновка выглядит так.
Вывеска готова. Теперь она может занять свое место на стене в мастерской. В целом, полученным результатом я остался очень доволен. Единственное, для полноты картины провод питания было бы неплохо как-нибудь замаскировать. Скорее всего, камера не передает всей красоты, но вживую вывеска выглядит просто шикарно. Подключив помимо вывески еще 2 китайских гаджета, можно превратить обычную мастерскую или гараж в настоящий ночной клуб. Сюда лишь самодельной дым-машины не хватает. Кому нужно, ссылки на RGB-ленту, а также 2 эти штуковины я оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня на сегодня все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте свой царский лайк, пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы первым получать уведомления о выходе новых видео и быть в курсе всех новостей на канале. Всем пока!